Девчонки и мальчишки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня постоянная рубрика «Наращивание в 12 лет». Девочку привела мама, она давно этого хотела, и сегодня будем исполнять ее желание. Вот такие вот у меня сегодня ноготочки, короткая ногтевая пластина, сложная кутикула. Единственное, меня порадовал тот факт, что есть немножко длины. Удобнее будет подставить форму бумажную, поэтому я эту длину не убираю совсем, а лишь слегка опиливаю, чтобы удобно было подставить форму. Проверяю и вижу, что нужно еще немножечко скруглить уголочки. Дорабатываю пилочкой еще свободный край и иду дальше. Multiplying, I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. Теперь займусь обработкой кутикулы. Убираю пушером птеридий. Здесь кутикула сложная, видите, многослойная, наслоилась на ноготочек тонкая пленочка. Поэтому я пушером подталкиваю насколько возможно, а дальше буду работать пламенем. Аккуратно на 15 тысячах оборотов на форварде сначала обрабатываю левую сторону. Затем переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. Пламя у меня с синей насечкой 0,21 диаметра. Take a break or a little vacation and chasing blues away. You always posting up pictures. Здесь на указательном ноготочке видны спайки, рваная кутикула, поэтому очень нежно, аккуратно работаю пламенем. Далее шлифую ногтевую пластину пилочкой. Пилочка у меня на 180 грит. Работаю в одну сторону, слева направо. Просто приподнимаю чешуйки для лучшей сцепки с материалом. Основную кутикулу решила срезать, чтобы она мне не мешала при выкладке материала. Поэтому спонжем с мыльной водой смягчаю немножко кутикулу и срезаю ножничками.
Теперь ноготочки готовы к наращиванию. Обезжириваю нейл препом, можно даже пройтись пару раз. И прохожусь праймером. Покрываю сразу 4 ногтя тонким слоем каучуковой базы и отправляю в лампу. А пока ногти у меня сушатся, подготавливаю форму. Будем наращивать сегодня двоечку миндальной формы. Теперь под ноготочек подставляю форму, проверяю, чтобы она стояла ровно, не клевала вниз и не задиралась вверх. Создаю подложку с помощью моделирующего геля Атика. Длина у нас сегодня будет двоечка миндальной формы. Захватываю материалом несколько миллиметриков ногтя и создаю форму и длину, которая нам нужна. Отправляю в лампу на 10-15 секунд и зажимаю арочку. Просушила окончательно все ноготочки с подложкой, вытираю липкий слой и теперь буду опиливать форму. Получилась у меня вот такая вот ступенечка между ногтем и подложкой. Это нормально. Но для того, чтобы потом сделать моделирующим гелем архитектуру с одной капли, это мне может помешать. Поэтому закладываю сначала материалом это пространство и отправляю в лампу. Trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number. Теперь ставлю большую капельку геля в зону апекса, слегка подталкиваю ее к кутикуле, а дальше распределяю вниз к торцу, легкими движениями на кисть не надавливаю. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Take it personal. We just building. Делаю выравнивание, как обычной базой при покрытии гель-лаком. Этот гель средней консистенции, он хорошо выравнивается, поэтому работать мне с ним легко. Вот такая вот получилась у нас архитектура.
faking your life for the IG. If you got my number. Вытираю теперь липкий слой с моделирующего геля. Проверяю все ноготочки. I'm on hiatus. И далее буду дорабатывать кутикулу. Шариком с красной насечкой на 10-13 тысячах оборотов. Шарик у меня 0,5 диаметра. Шлифую кутикулу. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Oh, I'm taking Убираю всю пыль, чтобы она мне не мешала при покрытии. and live my life off И будем сегодня покрывать вот таким вот сиреневым цветом 0,65 от торговой марки Milano. and live my life. Покрыла в 2 тонких слоя с промежуточной просушкой. А дальше выполняю дизайн, который полностью придумала девочка. Просушиваю черную гель-краску в лампе и перекрываю топом. Обильно смазываю пальчики маслом, потому что мы много пилили, много работали. Кожа пересушенная. Хорошенечко втираю и отправляю мыть ручки. Давайте теперь смотреть, что же у нас было до. И теперь как получилось после. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. А я всем желаю хорошего настроения, до новых встреч. Пока-пока.